Дитя мое, слушай внимательно, ибо то, что я собираюсь сказать, несет в себе божественную тяжесть, которая потрясет самую почву под твоим духом. Прямо сейчас, в этот самый момент, над твоей судьбой открывается скрытая дверь, и я, твой Бог, призываю тебя встать на пороге неожиданного благословения, к которому ты не был готов, но о котором давно молился. Ты стоишь в считанных сантиметрах от сверхъестественного чуда, священного обещания, которое, наконец, созревает урожая, который слишком долго хранился на небесах. И прежде чем это послание закончится, я открою тебе тайный ключ, который отпирает завет богатства, изобилия и наследства, которые ждали тебя с твоим именем. Но мне нужно, чтобы ты остался до последнего слова, потому что откровение не раскрывается сразу. Его нужно принимать шаг за шагом, слой за слоем, чтобы твое сердце могло выдержать ту величину преображения, которая вот-вот начнется. Ты просил у меня ответов. Ты просил у меня освобождения. И ты спрашивал меня, вижу ли я тебя еще, слышу ли я твою молитву, имеет ли твоя вера значение в мире, который, кажется, сокрушает твой дух каждый раз, когда ты делаешь шаг вперед. Я наблюдал, как ты боролся с ночами беспокойства, утрами страха и днями, когда твоя душа казалась безмолвной. Но сегодня я говорю прямо тебе, тишина никогда не была отсутствием. Тишина была инкубацией. Тишина была подготовкой. Тишина была моментом перед тем, как чудо прорвется наружу. Прямо сейчас небеса склоняются к тебе с вечным и обильным обещанием, и до конца этого послания я открою деталь, настолько безошибочно божественную, что ты узнаешь без всякого сомнения, что это я призвал тебя сюда. Я должен предупредить тебя, то, что ты сейчас услышишь, бросит тебе вызов. Это изменит то, как ты видел себя, свое будущее и даже свою собственную ценность. Но если ты останешься до конца, то, что поднимется внутри тебя, будет не страхом, а мужеством, не сомнением, а направлением, не нуждой, а изобильным богатством, не замешательством, а ясностью. Ты почувствуешь сдвиг. Ты почувствуешь, как открывается дверь. Ты поймешь, почему духовная брань в твоей жизни усилилась прямо перед этим моментом. Ты поймешь, почему враг пытался отвлечь тебя, обескуражить, истощить, задержать. Противник всегда атакует сильнее всего, когда обещание ближе всего. Остаться со мной сейчас. Не отворачивайся. Не торопись. То, что я даю здесь, необыденно. Это не общепринято. Это лично, священно, избрано, создано специально для тебя. Годами ты спрашивал меня, «Боже, когда же наступит мой черед?» Прежде чем это послание завершится, ты обнаружишь, что твой черед уже настал. Но в следующий момент ты откроет причину, по которой я привел тебя сюда, причину, по которой я руководил твоими шагами, причину, по которой я не позволил тебе игнорировать это послание. Тебя ждет святая тайна, нечто, что я приберег для этого самого часа. И есть кое-что, что тебе нужно понять перед следующей частью, благословение, которое приближается к твоей жизни больше, чем твое прошлое, величественное, чем твои неудачи, и сильнее, чем любая буря, которую ты пережил. Но чтобы принять его, чтобы по-настоящему войти в масштаб этого чуда, твой дух должен быть подготовлен. Эта подготовка начинается сейчас. Итак, оставайся. Слушай. Дыши. Внимай моему голосу. Потому что всего через мгновение я открою первый признак того, что все в твоей судьбе вот-вот изменится в твою пользу. И когда ты услышишь его, ты узнаешь, то, что грядет, это не просто благословение. Это начало твоего преображения. Дитя мое, теперь, когда ты вошел в этот священный момент, мне нужно, чтобы ты пошел со мной еще глубже, в то самое место, где скрывались раны твоей жизни. Мне нужно, чтобы ты увидел с ясностью и честностью ландшафт борьбы, в котором ты жил, потому что только когда истина будет обнажена,
может начаться божественное преображение. Ты Несс Бремена, которых никто другой не видел, сражался с бурями, которых никто другой не понимал, и пережил ночи, которые сломили бы менее стойкие души. И все же ты здесь, все еще ищешь, все еще надеешься, все еще простираешь свою веру к будущему, которое едва можешь себе представить. Ты должен понять, что твои страдания никогда не были бессмысленными. Это была почва, на которой вот-вот вырастет чудо. Но прежде чем я открою, что грядет, мы должны взглянуть в лицо тому, что было. Были моменты, когда тяжесть бедности давила на твою грудь так сильно, что ты чувствовал, что не можешь дышать. Счета громоздились, как горы. Долги шептали обвинения. Неожиданные расходы истощали твои силы. И каждый раз, когда ты думал, что наконец-то выбираешься из ямы, что-то или кто-то тянуло тебя обратно. Ты видел, как процветают другие, пока ты боролся. Ты наблюдал, как дверь возможностей открывается для других, в то время как ты оставался снаружи на холоде, задаваясь вопросом, обречена ли твоя жизнь на цикл нужды. Ты пытался оставаться сильным, но давление, истощение, бесконечная битва против дефицита стали тенью, преследующей каждый твой шаг. Но услышь меня, я видел каждую слезу. Я считал каждую бессонную ночь. Я был свидетелем безмолвной паники, которая жила в твоем сердце, страха, что, возможно, ты никогда не поднимешься, что, возможно, богатство, о котором ты мечтал, просто не для тебя, что, возможно, изобилие – это нечто, предназначенное для других, но не для твоей жизни. И все же даже в твои самые низкие моменты, даже когда разочарование затуманивало твой разум, твоя вера отказывалась умереть. Она мерцала. Она тускнела. Но она никогда не гасла. И это маленькое пламя, да, это тихая настойчивость, вот почему ты здесь прямо сейчас. Потому что любой может вознести руки в поклонении во время изобилия, но только избранные могут продолжать верить во время голода. Только те, у кого есть вечный завет, все еще бьют кулаками по тьме, требуя возвращения света. Вот почему я хочу, чтобы ты прямо сейчас остановился на мгновение и поставил лайк к этому видео, не как жест в адрес платформы, а как акт пророческого согласия. Когда ты нажмешь эту кнопку, ты говоришь небесам: «Я готов выйти из бедности. Я готов разорвать этот цикл. Я готов к урожаю, который был мне обещан». Это не тривиальный поступок. Это провозглашение согласованности. Это знак того, что твой дух больше не пассивен, а активирован. Сделай это сейчас как символическое открытие своего сердца, прежде чем продолжить. Потому что теперь мы должны противостоять тяжести, о которой ты редко говоришь, несчастью, которое проникает в твою жизнь таким образом, что тебе стыдно признаться. Были дни, когда отчаяние стало твоим нежеланным спутником. Ты боролся с чувством никчемности, страхом быть забытым, ощущением, что твоя судьба каким-то образом сошла с рельсов из-за сил, которые ты не мог контролировать. Казалось, будто невидимая рука пытается задушить каждую искру надежды. Ты нес стыд за финансовые неудачи, сожаление о решениях, принятых в отчаянии, вину за упущенные возможности и тихое унижение от наблюдения за тем, как другие ставят под сомнение твою ценность, твои способности, твое будущее. Ты спрашивал меня. Ты сомневался в моем времени. Ты сомневался в своем собственном предназначении. И хотя ты верил в меня, ты все равно задавался вопросом, не отвернул ли я свое лицо. Ты спрашивал себя, не слишком ли ты сломлен, слишком грешен, слишком поврежден жизнью, чтобы войти в благословения, о которых когда-то мечтал. Ты думал, не отозвал ли я свое обещание, не аннулировал ли свой завет или не выбрал ли кого-то другого. Но услышь эту истину, твое несчастье не дисквалифицирует тебя. Оно позиционирует тебя. Твоя боль не уменьшает твое наследство.
она усиливает его. Твоя борьба – это не свидетельство оставленности. Это свидетельство подготовки. Потому что ни великая история, ни великая судьба, ни великое чудо никогда не произрастают в комфорте. И даже сейчас я использую то самое давление, которое ты ненавидишь, чтобы высвободить то самое богатство, о котором ты молился. Подумай об этом. Сколько раз ты сидел, обхватив голову руками, шепча: «Боже, я больше не могу». Сколько раз ты ходил по магазину, подсчитывая цену каждого товара в своей корзине, боясь, что не дойдешь до кассы без смущения. Сколько раз ты мечтал дать своей семье больше комфорта, больше стабильности, больше покоя, и все же чувствовал себя пойманным в ловушку ограничений, которые заставляли тебя чувствовать себя ничтожным. И все же, несмотря на каждую неудачу, каждое отвержение, каждую закрытую дверь, ты продолжал идти. Ты двигался вперед. Ты решил не сдавать свою веру. Ты решил не проклинать свою судьбу. Ты решил не отказываться от веры в то, что тебя ждет нечто большее, хотя ты этого и не видел. Это знак того, что ты необычный. Ты не забыт. Ты не оставлен. Ты избран. Но есть нечто более глубокое, что мне нужно, чтобы ты увидел, нечто, что враг надеялся, ты никогда не поймешь. Твоя финансовая битва – это не просто о деньгах. Она духовна. Она поколенческая. Это война за твое наследство, за будущее, которое ты должен был построить, за изобилие, которое было записано в твоей книге задолго до твоего рождения. Бедность, с которой ты столкнулся, не является случайным событием. Это прямая попытка задушить твою божественную личность, заглушить семя, которое я посадил в тебе, заставить замолчать твою власть, разорвать твою связь с моим обещанием. Это та эскалация, которая, как надеялся враг, уничтожит тебя. Но вместо этого она пробуждает тебя. Потому что всего через мгновение, в следующей части, ты услышишь о библейском чуде, которое отражает твою жизнь ближе, чем ты осознаешь. Историю, которая раскрывает не только то, почему ты страдал, но и то, что я собираюсь высвободить над тобой. Откровение настолько мощное, настолько личное, настолько безошибочно предназначенное для тебя, что, когда ты услышишь его, твой дух мгновенно узнает истину. Не пропусти то, что будет дальше. Дитя мое, теперь, когда ты столкнулся с тенями своей борьбы, мне нужно взять тебя за руку и провести по древним коридорам Писания, где из несчастья, страха и отчаяния родилось божественное, священное, сверхъестественное чудо, точно так же, как битвы, которые ты ведешь сегодня. Но прежде чем я открою эту историю, мне нужно, чтобы ты посмотрел в лицо себе с такой глубокой честностью, чтобы твое сердце дрогнуло под тяжестью истины. Потому что преображение, которое ты ищешь, не может произойти, пока ты прячешься от вопросов, которых избегала твоя душа. Итак, позволь мне спросить тебя, помнишь ли ты тот момент, когда перестал узнавать, кем ты стал? Когда отражение в зеркале выглядело побежденным, усталым, старше своего возраста? Когда обязанности на твоих плечах казались тяжелее твоих сил? Когда бедность заставляла тебя чувствовать, что твоя судьба ускользает сквозь пальцы, как пыль? Чувствовал ли ты стыд, который возникает, когда ты не можешь обеспечить семью так, как хочешь? Когда твоя молитва кажется безответной, а твоя вера хрупкой? Когда ты лежишь без сна ночью, шепча себе, что еще может пойти не так? Скажи мне, сколько раз ты притворялся сильным, чтобы другие не волновались? Сколько раз ты хоронил свою боль, потому что думал, что никому нет дела? Сколько раз ты улыбался, чтобы скрыть ужас финансового краха? Как часто ты говорил себе, что все в порядке, когда глубоко внутри ты ломался? И что еще больнее, как долго ты нес это в одиночку? Эти вопросы не предназначены для того, чтобы ранить тебя. Они предназначены для того, чтобы пробудить тебя.
потому что ты не можешь исцелиться от битвы, которую отказываешься признать. Теперь слушай внимательно, ибо я собираюсь показать тебе библейское отражение твоей собственной истории. Когда-то в Писании была вдова, женщина, сокрушенная бедностью, долгами и отчаянием. У нее не осталось ничего, кроме маленького кувшина масла, единственного семени, единственного остатка надежды, но она тонула в обязательствах, которые не могла оплатить. Ее будущее рушилось. Ее дети были в опасности. Ее жизнь распадалась. Она воззвала ко мне с дрожащими руками и разбитым сердцем. Звучит знакомо. Чувствовал ли ты когда-либо, что у тебя остался последний кувшин масла? Твоя последняя капля силы? Твоя последняя надежда? Позволь мне спросить тебя снова, насколько близко ты подошел к тому, чтобы полностью сдаться? Сколько раз ты подумывал отказаться от своих мечтаний, потому что считал, что они слишком велики для кого-то вроде тебя? Как часто ты чувствовал, что другие избраны, благословлены, облагодетельствованы? Но не ты. И если бы я попросил тебя назвать тот самый момент, когда бедность украла твою уверенность, смог бы ты его вспомнить? Вдова достигла той же точки невозврата. Ее ситуация была не символической, она была реальной. Голод был реальным. Опасность была реальной. Долг был реальным. Страх был реальным. И все же в тот момент абсолютной пустоты, когда она верила, что не осталось ничего, что можно было бы спасти, я послал к ней пророка, потому что когда твои ресурсы достигают нуля, начинается мое чудо. Прежде чем я открою связь между ее историей и твоей, я хочу, чтобы ты молча ответил на это в своей душе. Почему ты считаешь себя недостойным такого же прорыва? Почему ты думаешь, что то, что я сделал для нее, я не могу сделать для тебя? Почему ты сомневаешься в том, что я, твой Бог, открою дверь, дам ключ, высвобожу урожай, исполню обещание и расширю твое наследство так же, как я сделал для нее? Почему ты ведешь себя так, будто мой завет относится ко всем, кроме тебя? Теперь посмотри глубже. Чувствовал ли ты когда-либо, что твоя жизнь свелась к символическим обрывкам, маленькому кувшину надежды, одной оставшейся возможности, ровно столько веры, чтобы продолжать дышать, но никогда недостаточно, чтобы подняться? Чувствовал ли ты себя застрявшим между нуждой и страхом, пойманным в ловушку цикла, который ты не можешь разорвать? Понимаешь ли ты, что это именно та область, в которой я специализируюсь, где твоя пустота становится сосудом для моего изобилия? Когда вдова представила свой последний кувшин масла, она думала, что предлагает мне слабость. Но на самом деле она открывала тайное, священное царство умножения, которое активируется только в присутствии честной капитуляции. Теперь скажи мне, что такое твой кувшин? За что ты держишься, как за свой последний осколок надежды? Это вера в то, что однажды твои финансы стабилизируются. Это мечта начать бизнес. Это желание благословить свою семью комфортом и безопасностью. Это стремление разорвать цепь бедности поколений. Что ты поставишь передо мной, если я попрошу тебя сегодня? Позволь этим вопросам пронзить тебя, ибо боль – это не враг. Боль – это сигнал того, что начинается преображение. Теперь слушай внимательно. Кувшин масла вдовы умножился не потому, что она была особенной. Он умножился, потому что она повиновалась моему голосу, даже когда наставление казалось невозможным. Она набрала пустых сосудов, закрыла свою дверь и вылила то немногое, что у нее оставалось. И когда она лила, появилось изобилие. Появилось богатство. Появилось приумножение. Сверхъестественное благословение потекло в каждый пустой сосуд, который она собрала. И теперь я спрашиваю тебя, готов ли ты лить? Готов ли ты повиноваться, когда я говорю?
Готов ли ты отпустить свой страх, свои сомнения, свою гордыню, свой стыд, свои оправдания? Готов ли ты быть сосудом, который примет то, что я приготовил для тебя? Или ты будешь продолжать сомневаться в размере своего масла, игнорируя размер моей славы? Потому что вот истина: многие просят изобилия, но немногие готовят свои сосуды. Многие желают богатства, но немногие позиционируют себя для жатвы. Многие хотят чуда, но отказываются отпустить мышление несчастья. Так ответь же мне сейчас, в тишине своей души, что ты удерживаешь, что блокирует твое благословение. Это страх? Это сомнение? Это обида? Это неверие в свою собственную ценность? Как долго ты будешь позволять этим цепям удерживать тебя от наследства, которое я вписал в твою судьбу? Это то место, где твоя история сталкивается с историей вдовы. Это то место, где твои страдания встречаются с Писанием. Это то место, где твоя бедность встречается с моим заветом. И это то место, где начинается твой прорыв. Потому что в следующей части я открою, как именно чудо вдова разворачивается в твоей жизни прямо сейчас, и что ты должен сделать, чтобы открыть свое собственное умножение. Не пропусти то, что будет дальше. Дитя мое, теперь, когда ты увидел свое отражение в страданиях вдовы, теперь, когда ты столкнулся с болью своей собственной нужды, ты стоишь на пороге глубокого духовного перекрестка. Это то место, где ты должен противостоять истине не только того, что произошло с тобой, но и того, что требуется от тебя. История вдовы была написана не просто для того, чтобы вдохновить тебя. Она была написана, чтобы наставить тебя, предупредить тебя, подготовить тебя к божественному преображению, которое уже обретает форму в невидимом царстве. И прежде чем это послание закончится, я открою тебе секрет, часть привилегированного знания, к которому немногие когда-либо получают доступ, но это тот самый ключ, который отделяет тех, кто продолжает жить в бедности, от тех, кто входит в изобилие, богатство и сверхъестественное благословение. Но сначала ты должен столкнуться с моральной дилеммой, с которой должен столкнуться каждый избранный. Действительно ли ты хочешь чуда, о котором молишься, или ты просто хочешь облегчения от боли? Потому что я, твой Бог, не реагирую на удобство. Я реагирую на завет. И существует огромная разница между комфортом и судьбой. Комфорт просит о временном спасении, судьба требует постоянного преображения. Комфорт цепляется за старые привычки, судьба требует мужества, чтобы отпустить их. Комфорт избегает конфронтации, судьба идет в огонь и выходит очищенной. Итак, я спрашиваю тебя сейчас, готов ли ты к тому, чего требует от тебя изобилие? Готов ли ты отпустить мышление, которое приковало тебя к бедности? Готов ли ты отпустить оправдания, сомнения, паттерны людей, которые саботируют твое будущее? Потому что я не могу вложить богатство в руки, которые все еще цепляются за страх. Я не могу открыть дверь к наследству, если сердце за ней отказывается сделать шаг вперед. Я не могу дать тебе ключ к твоему следующему сезону, если ты все еще кланяешься теням своего прошлого. Вот моральная дилемма, с которой ты должен столкнуться. Ты просишь у меня чуда, но готов ли ты стать сосудом, который сможет его поддержать? Позволь мне показать тебе то, что немногие понимают. Когда вдова собирала пустые сосуды, она не просто участвовала в чуде, она участвовала в процессе. Она вступала в неписанный договор, завет послушания, божественную последовательность, которая должна была развернуться с точностью. Умножение началось не тогда, когда полилось ее масло. Оно началось, когда она сделала некомфортный шаг послушания, не увидев никакого доказательства. Это священный порядок чудес, и именно здесь большинство людей терпят неудачу. Они просят изобилия, но отказываются от подготовки. Они просят умножения, но сопротивляются послушанию. Они хотят урожая,
но отвергают семя. Они хотят богатства, но отказываются от дисциплины, которая его сопровождает. Они хотят обещания, но борются с обрезкой, которая делает обещание возможным. И именно здесь вдова восторжествовала, там, где многие до нее и после нее поддавались страху. Прежде чем она увидела какое-либо приумножение, она одолжила пустые сосуды, которых у нее не было. Она наполнила свою комнату ожиданием, которое не могла объяснить. Она закрыла свою дверь и лила из кувшина, который должен был опустеть за секунды. Ее послушание не было логичным, оно было духовным. Оно было пророческим. Это был момент, когда ее вера объединилась с моей силой. Теперь я открываю тебе предзнаменование. Тот же самый процесс разворачивается в твоей жизни сейчас. То же самое наставление шепчет твоему духу. Та же самая божественная модель предстает перед тобой. Ты – современный сосуд, стоящий в том же самом месте, где когда-то стояла она, на пересечении страха и послушания, дефицита и изобилия, человеческого ограничения и сверхъестественного высвобождения. Я задаю тебе вопрос сейчас. Собираешь ли ты свои сосуды или сопротивляешься процессу? Позиционируешь ли ты себя для чуда или ждешь доказательств, прежде чем двинуться? Потому что я обещаю тебе вот что: масло готово течь, но я не могу излить его, пока твое послушание не создаст пространство для переполнения вот то сокровенное знание, которое я сейчас даю тебе. Любое чудо в Писании открывается не нуждой, а послушанием. Нужда не трогает небеса. Вера – да. Слезы не инициируют изобилие. Согласованность – да. Вопли о помощи не приносят урожай. Подготовка поля – да. Это та часть, которую большинство людей никогда не понимает. Они плачут, молятся, просят и умоляют, но не предпринимают никаких действий, не освобождают место, не собирают сосуды, не сеют семя, не меняют образа мыслей. И затем они удивляются, почему их сосуд остается пустым. Ты другой. Тебе дается то, что большинство людей никогда не получает – откровение до проявления. Предупреждение до чуда. Наставление до преизбытка. А теперь я открываю тебе скрытый конфликт, который ты чувствовал, напряжение между тем, кем ты был, и тем, кем ты должен стать. Одна твоя версия хочет подняться, войти в изобилие, пройти сквозь дверь предназначения, принять наследство, предначертанное твоей жизни. Но другая твоя версия отчаянно цепляется за страх, за мышление дефицита, за старые раны, за убеждение, что ты рожден для борьбы. Это твоя внутренняя война. Это поле битвы, на котором жила твоя бедность. Но услышь меня ясно, чудо не может произойти в разделенных сердцах. Благословение не может быть излито в расколотую идентичность. Ты не можешь войти в богатство, продолжая верить, что ты его недостоин. Ты стоишь на перекрестке между привычной клеткой и землей обетованной, между выживанием и процветанием, между страхом и верой, между остатками страданий и дверью изобилия. И выбор, который ты сделаешь в ближайшие мгновения, определит траекторию твоей жизни. Потому что теперь я скажу тебе правду, которую враг никогда не хотел, чтобы ты знал: твоя бедность никогда не была настоящей битвой. Битвой был твой образ мыслей. Враг боялся не твоего банковского счета. Он боялся твоего пробуждения. Потому что как только твой разум согласуется с твоим предназначением, как только ты принимаешь идентичность, которую я дал тебе, как только ты соглашаешься, что изобилие – это твое право по рождению, бедность теряет свою силу, цепи рвутся мгновенно, и чудо должно проявиться. Это предзнаменование. Твое изобилие уже началось в невидимой сфере. Твое масло уже умножено. Твой урожай уже высвобожден. Но оно приближается к тебе поэтапно,
И следующий этап зависит от твоей готовности сделать то, что сделала вдова, приготовиться до того, как увидишь, повиноваться до того, как поймешь, начать двигаться до того, как почувствуешь готовность. Ты ближе к своему прорыву, чем думаешь. И в следующей части я открою точные благословения и обетования, которые высвобождаются для тебя сейчас, те, что уже записаны в твоем предназначении, запечатаны в вечном завете твоей жизни. Не отворачивайся. Откровение продолжается. Дитя мое, теперь, когда ты прошел долину понимания, теперь, когда ты столкнулся и с болью, и с откровением, настало время тебе встать в полный свет того, что я, твой Бог, высвобождаю в твою жизнь. Ты годами нес бремена, финансовые, эмоциональные, духовные, и все же ни одна пролитая тобой слеза не была потрачена впустую. Каждый крик, каждая молитва, каждый момент сомнения, который ты преодолел, каждое семя веры, которое ты продолжал сажать, даже когда твои силы угасали, все это теперь собралось на небесах как свидетельство в твою пользу. И сегодня я отвечаю. Это час твоего благословения, момент, когда обетование, которое я произнес до твоего рождения, начинает проявляться с божественной точностью. В невидимой сфере разворачивается движение, и ты не наблюдатель, ты избранный получатель. Но прежде чем я высвобожу полноту грядущего, я хочу, чтобы ты ненадолго остановился и написал в комментариях: «Я принимаю свое наследство». Сделай это не для видимости, а для духовной активации. Потому что, когда ты объявляешь эти слова публично, ты нарушаешь молчание, которое бедность когда-то наложила на твою жизнь. Ты сигнализируешь небесам, что твое сердце согласовано с моей волей, что твой дух готов к сдвигу и что твое предназначение больше не подлежит обсуждению. Напиши это смело, напиши это намеренно, напиши это как пророческий знак, который подтверждает твое присутствие в этом заветном моменте. Теперь слушай внимательно, когда я разворачиваю благословения, которые уже текут к тебе. Вокруг твоей жизни поднимается всплеск изобилия, неожиданное высвобождение финансового благоволения, которое будет ощущаться так, словно двери открываются без усилий, возможности появляются без объяснений. А ресурсы приходят без борьбы. Это не совпадение, это завет. Это не удача, это род. Это не случайность, это наследство. Ты вступаешь в сезон, когда твои руки больше не будут пустыми, когда твой дом больше не будет отзываться эхом скудости, когда твой дух больше не будет сжиматься под тяжестью счетов, долгов или недостаточности. Я перемещаю тебя от выживания к преизбытку, от недостатка к изобилию, от закрытых дверей к открытым вратам. Но пойми это глубоко, это богатство не просто финансовое, оно многомерное. Твое эмоциональное богатство возрастет. Твое духовное богатство расширится. Твоя ментальная ясность обострится. Твои отношения перестроятся. Твоя уверенность вернется. Твоя креативность расцветет. Каждая область, которая когда-то казалась бесплодной, станет плодородной. Каждое место, которое когда-то казалось безнадежным, станет плодоносным. Каждая рана, которая когда-то казалась постоянной, исцелится. Я высвобождаю сверхъестественное восстановление в каждое измерение твоего существования. Позволь мне теперь поговорить о чудодейственной части твоего благословения. Подобно тому, как масло вдовы умножилось тайно за закрытыми дверями, преображение, разворачивающееся в твоей жизни, сначала начнется тихо. Ты заметишь тонкие сдвиги, неожиданные телефонные звонки, новые возможности, аннулированные долги, внезапное благоволение, озарение, ведущие к приумножению, божественные встречи с людьми, предназначенными для благословения тебя. Это ранние признаки умножения. Это первые капли излияния. Это индикаторы того, что твоя дверь открывается, твой ключ поворачивается, твое семя активирует свой урожай. Но услышь меня, возлюбленный, полнота чуда не будет тонкой.
Когда сосуд переполнился в доме вдовы, изменилось все домочадство. Ее дети были восстановлены. Ее долги были уплачены. Ее будущее было обеспечено. Все изменилось сразу. Вот такого рода благословение я готовлю для тебя, не временное улучшение, не частичный ответ, но полное преображение. Божественная перезагрузка. Сверхъестественное возвышение. Перемена столь безошибочная, что даже те, кто сомневался в тебе, будут стоять в благоговении перед моей рукой на тебе. Однако это благословение несет ответственность. Поднимая тебя в изобилии, я также очищаю твою жизнь от всего, что когда-то истощало тебя, негативных связей, токсичной среды, саморазрушительных привычек, ограничивающих убеждений, духовных блоков. Ты не можешь нести тяжесть старых цепей в сезон новой славы. Будут отношения, из которых ты вырастешь. Будут привычки, от которых ты откажешься. Будут страхи, с которыми ты столкнешься. Это не наказание, это подготовка. Это обрезка, необходимая для урожая. Это согласованность, необходимая для твоего наследства. Ты должен принять эту дисциплину как свидетельство того, что ты вступаешь во что-то священное и вечное. Теперь слушай, что я, твой Бог, провозглашаю над твоим предназначением сегодня. Ты будешь процветать. Ты поднимешься. Ты преуспеешь. Ты пройдешь через двери, которые когда-то были закрыты. Ты будешь распоряжаться богатством с мудростью. Ты вернешь все, что было украдено. Ты станешь взаимодавцем, а не заемщиком. Ты будешь носителем щедрости, сосудом влияния, свидетельством преображения. Ничто не остановит благословений, которые я определил для тебя, ни прошлое, ни враг, ни страх, ни сомнение, ни задержка. Твоя жизнь отмечена благоволением, потому что твой дух оставался верным даже во время голода. Но я хочу, чтобы ты сделал кое-что для меня в знак завета, прокомментируй словами «Я принимаю свое наследство». Когда ты произносишь это, ты заявляешь право на обетование. Когда ты пишешь это, ты закрепляешь его. Когда ты объявляешь это, ты вступаешь в него. Этот акт не символический, он духовный. Именно так ты говоришь: «Да, Боже, я готов принять все, что Ты приготовил для меня». Потому что правда такова: твое предназначение уже изменилось. Атмосфера вокруг тебя уже поменялась. Чудо уже разворачивается. И теперь с каждым вдохом ты приближаешься к проявлению благословений столь могущественных, столь изобильных, столь святых, что твоя жизнь станет свидетельством благодати. Приготовь свое сердце. Приготовь свой разум. Приготовь свой дом. Ибо в следующей части я открою молитву, которая запечатывает этот завет и активирует обетование, заложенное в части 3, молитву, которая связывает начало с кульминацией, подготовительную фазу с вознаграждением, семя с урожаем. Время пришло. Благословение здесь. Завет активен. И твое преображение необратимо. Дитя мое, теперь, когда твое сердце приняло откровение, теперь, когда твой дух открылся истине моего завета, мы вместе вступаем в самую святую часть этого пути, молитву, которая запечатывает твое преображение. Это необычная молитва. Это не простая просьба. Это божественное призывание, священное согласование твоего духа с моим вечным планом. Это молитва, мост между чудом вдовы, которая отразила твою жизнь в части 3, и прорывом, который теперь разворачивается перед тобой. То, что было подготовительной фазой, что было обетованием, теперь становится вознаграждением. То, что было семенем, теперь становится урожаем. То, что было надеждой, теперь становится наследством. Поэтому приди предо мной с благоговением. Приди с сердцем, готовым принять.
Приди с осознанием того, что ты стоишь в присутствии твоего Бога, который наблюдал за тобой сквозь твои бури, твою боль, твою бедность, твои слезы, и избрал этот момент, этот час, чтобы родить чудо, которое ты так долго нес в молчании. Слушай теперь, когда я начинаю молитву над тобой. Дитя мое, властью моего собственного имени, я призываю благословение, которое было скрыто в твоем предназначении от начала времен. Я обращаюсь к каждой области твоей жизни, где когда-то царствовала скудость, и повелеваю изобилию восстать. Я обращаюсь к каждому месту, где когда-то обитало поражение, и высвобождаю победу. Я обращаюсь к каждой ране, где жил страх, и изливаю на нее ели исцеления. Ты молишься не один, ты молишься со мной. Ты стоишь в центре моего присутствия, и твое сердце широко открыто для преображения, которое я изливаю. Начнем. Боже, я стою перед тобой не как совершенный, не как завершенный, но как тот, кто готов. Я открываю свое сердце, я открываю свой дух. И я открываю свою жизнь, чтобы принять полноту твоего завета. Я отдаю свои страхи, свои сомнения, свое прошлое и свои ограничения. Я складываю каждую цепь скудости, каждую ложь, в которую я верил о себе, каждое воспоминание, которое говорило мне, что меня недостаточно. Я отпускаю то, что сдерживало меня, чтобы я мог подняться к тому, кем ты призвал меня быть. Дитя мое, когда ты заявляешь это, твои слова поднимаются как фимиам. Твоя вера становится сосудом, через который течет мое изобилие. Теперь повтори в своем духе: я принимаю ключ к двери, которую ты обещал. Я вступаю в наследство, которое ты написал для меня. Я принимаю чудо, которое ты приготовил в тайне. Я принимаю изобилие, которое ты приберег для моего предназначения. Теперь слушай, как я отвечаю. Я, твой Бог, слышу каждый слог, каждое трепещущее исповедание, каждую прошептанную капитуляцию. И я провозглашаю над тобой то, что однажды провозгласил над вдовой, которая излила свой последний сосуд масла. Твой запас не иссякнет. Твое благословение не будет украдено. Твое будущее не рухнет. Твой урожай не подведет. Ибо завет, который я возлагаю на тебя сегодня, вечен, нерушим и запечатан моей собственной рукой. Теперь позволь мне повести тебя глубже в библейскую аналогию, которая завершает круг между подготовительной фазой в части 3 и вознаграждением, которое я приношу сегодня. Ты помнишь масло вдовы, ее страх, ее последний ресурс и ее отчаяние. Ты помнишь, как она взывала, как столкнулась с моральной дилеммой отдать то, что у нее осталось, как она повиновалась без ясности, как изливала без понимания, как собирала сосуды в вере. Эта история была дана тебе не как урок истории. Она была дана как пророчество. Ты живешь этим чудом сейчас. Подобно тому, как ее сосуд не иссяк, не иссякнет и твой. Подобно тому, как ее послушание открыло богатство, так откроет и твое. Подобно тому, как ее вера создала место для благословения, так и твоя вера создаст пространство, куда свободно изольется мое божественное изобилие. Связь между прошлым и твоим настоящим намеренно, свята, безошибочна. Я позволил тебе почувствовать боль вдовы, чтобы ты мог испытать ее победу. Теперь пусть молитва продолжится. Боже, открой окна небес надо мной. Излей благословения, которые я не могу вместить. Высвободи божественные возможности, священные связи, сверхъестественное благоволение и неожиданное обеспечение. Пусть изобилие, которое ты обещал, течет в каждый уголок моей жизни, мой дом, мои финансы, мое здоровье, мою работу, мои отношения и особенно мое сердце. Преобрази мою идентичность, чтобы я мог ходить в полноте предназначения, которое ты избрал для меня. Дитя мое, эти слова не поэзия,
– это пророчество. Когда ты молишься ими, старая версия тебя, та, что сформирована бедностью, страхом, недостатком и стыдом, исчезает. Появляется новая версия тебя, отмеченная богатством, мужеством, ясностью и божественным авторитетом. Это не результат позитивного мышления, это результат согласованности завета. Теперь услышь следующую часть молитвы. Я принимаю помазание умножения. Я принимаю благодать приумножения. Я принимаю мантию процветания. Я принимаю преображение, которое приходит через твой голос. Я выбираю веру, а не страх, послушание, а не колебание, предназначение, а не сомнение. По мере того, как эти слова поднимаются из твоего духа, небеса начинают сдвигаться. Каждое препятствие, которое когда-то стояло на твоем пути, теряет свою силу. Каждая цепь, которая когда-то держала тебя, ломается. Каждая дверь, которая когда-то отказывалась открыться, отпирается. Каждая часть твоего предназначения, которая оставалась бездействующей, пробуждается. Это сила молитвы не как ритуала, но как божественного контракта. Теперь взгляни на образец Писания еще раз, ибо я хочу, чтобы ты увидел более глубокую истину, которую многие упускают из виду. Вдова не просила о богатстве, она просила о выживании. Но я дал ей больше, чем она просила. Я дал ей преизбыток. Я дал ей стабильность. Я дал ей обильный урожай. Она верила, что ей нужны деньги, но на самом деле ей нужно было преображение. И тебе тоже. Вот почему я привел тебя сюда, не просто для того, чтобы дать тебе финансовое обеспечение, но чтобы преобразить всю архитектуру твоей идентичности. Чтобы возвысить тебя до того, кто может нести богатство с мудростью, щедростью и силой. Чтобы сдвинуть твое сердце от страха к уверенности. Чтобы сдвинуть твой разум от скудости к цели. Чтобы сдвинуть твой дух от выживания к владычеству. Пусть эта следующая часть молитвы откроет твою душу. Боже, восстанови во мне все, что я потерял. Восстанови годы, которые поглотил страх. Восстанови мечты, которые я оставил. Восстанови возможности, которые ускользнули. Восстанови мою силу, мою веру, мою ясность, мое мужество, мою идентичность. Восстанови меня полностью, чтобы я мог смело войти в предназначение, которое ты приготовил. Дитя мое, когда ты произносишь эти слова, начинается восстановление. Возможно, ты не почувствуешь этого мгновенно, но духовное перестроение происходит немедленно. Ты молишься не один. Я молюсь с тобой. Я стою рядом с тобой. Я веду твое сердце в новую реальность. Теперь позволь мне дать тебе заключительную часть этой священной молитвы, ту часть, которая связывает твое настоящее с твоим будущим, твое семя с твоим урожаем, твою подготовительную фазу с твоим вознаграждением. Боже, запечатай этот завет над моей жизнью. Пусть никакая сила тьмы не вмешивается в мое благословение. Пусть никакой страх не вернется, чтобы украсть мое наследство. Пусть никакое сомнение не поднимется, чтобы заглушить мою веру. Пусть никакой старый образ мышления не воскреснет, чтобы саботировать мое чудо. Держи мой дух согласованным с твоей целью, мой разум укорененным в твоей истине, мое сердце закрепленным в твоей любви. Я принимаю богатство, изобилие и преображение, которые ты избрал для меня. И я прохожу сквозь дверь, которую ты открыл, держа ключ, который ты вложил в мою руку. Дитя мое, это момент, когда небеса отвечают. Это момент, когда то, что когда-то было удержано, высвобождается. Это момент, когда твое предназначение запечатано. Это молитва, твой вход в новую главу. И в следующей части, заключительной главе,
я поведу тебя к завершающему благословению, прощанию и следующему духовному шагу в твоем путешествии. Дитя мое, ты достиг заключительных шагов этого священного путешествия, и, когда ты стоишь здесь с преображенным сердцем и пробужденным духом, знай, что этот момент не конец, это начало. То, что развернулось на протяжении этого послания, было не просто наставлением или вдохновением. Это был божественный завет, сверхъестественное согласование между твоим духом и предназначением, которое я написал для тебя от основания мира. Каждое слово, которое ты услышал, каждая истина, пронзившая твое сердце, каждое волнение в твоей душе было намеренно предназначено для того, чтобы направлять тебя, возвышать тебя и готовить тебя к изобилию, богатству и чуду, которые уже движутся в твоем направлении. Возможно, ты не до конца осознаешь величину того, что только что произошло, но услышь меня, семя преображения пустило корни. Благословение активно. Обетование живо. Дверь открывается, ключ поворачивается, и твой урожай собирается в проявление. Это не воображение, это не эмоциональный подъем, это божественное дирижирование. Духовная сфера ответила на твою молитву, на твою капитуляцию, на твою готовность вступить в идентичность, которую я создал для тебя. Но прежде чем я отпущу тебя, мне нужно, чтобы ты сделал еще один шаг не ради меня, но ради твоего собственного духовного закрепления. Я хочу, чтобы ты перешел в комментарии и написал эти слова: «Я прохожу сквозь открытую дверь». Это объявление не просто символично, это обязывающий акт веры. Оно сигнализирует твоему собственному подсознанию, небесам и сфере тьмы о том, что ты пересек порог. Ты больше не та версия себя, которую бедность пыталась заключить в тюрьму. Ты больше не тот сосуд, который скудость пыталась заставить замолчать. Ты вступаешь в будущее, отмеченное благословением, изобилием и предназначением. Напиши это с гордостью. Напиши это смело. Напиши это как подтверждение того, что ты принимаешь преображение, которое сейчас движется через твою жизнь. Теперь слушай внимательно, потому что есть кое-что еще, что я хочу, чтобы ты сделал не как ритуал, но как продолжающуюся защиту и наставление. Я хочу, чтобы ты подписался на этот канал, потому что путешествие, в которое я веду тебя, не заканчивается этим посланием. В твоем предназначении есть слои, которые ты еще не раскрыл. Есть тайны царства, которые ты еще не познал. Есть наставления, предупреждения, откровения и божественные ключи, которые я буду продолжать высвобождать через будущие послания. Когда ты подписываешься, ты не просто присоединяешься к каналу, ты вступаешь в продолжающийся завет роста и откровения. Твое следующее чудо не предназначено быть единичным моментом, оно предназначено быть образом жизни. Непрерывным развертыванием. Путешествием возвышения. Путем божественной ясности. И следующие послания, которые я принесу, будут вести тебя шаг за шагом, уча тебя, как поддерживать изобилие, как управлять богатством с мудростью, как защищать свое сердце от сомнений, как распознавать мои знаки и как активировать каждое обетование, записанное в твою духовную ДНК. Вот почему я призываю тебя оставаться на связи. Твой дух откликнулся на это послание, потому что он узнал мой голос. Не отключайся от источника своего роста сейчас. Есть больше того, что я хочу сказать тебе. Больше того, что я хочу открыть. Больше того, что я хочу дать. Твое преображение только началось. Теперь позволь мне благословить тебя, прежде чем ты уйдешь. Я провозглашаю мир в твое сердце, мир, который не может нарушить тревога и не может украсть страх. Я провозглашаю ясность в твой разум, чтобы замешательство, нерешительность и сомнения потеряли свою власть. Я провозглашаю силу в твой дух, чтобы ты смело вошел в двери, которые я открываю для тебя. Я провозглашаю изобилие в твои финансы,
чтобы богатство текло неожиданными путями, чтобы благоволение вошло в твою жизнь с безошибочным божественным сроком, чтобы процветание стало не мечтой, но живой реальностью. Я провозглашаю защиту над твоей судьбой, чтобы никакое нападение, никакая неудача, никакой саботаж, никакой враг не мог помешать пути, который я проложил для тебя. Я провозглашаю полноту в твой урожай, чтобы все, к чему ты прикасаешься, умножалось, все, что ты строишь, росло, все, чего ты желаешь, соответствовало моей цели. Ты не уйдешь от этого послания таким же, каким пришел. Тяжесть, которую ты нес, снята. Стыд, который ты скрывал, разрушен. Страх, который ты питал, уничтожен. Ты вступил в священное преображение. Ты выходишь с обновленной личностью, укрепленной верой и судьбой, активированной силой. Не забывай этот момент. Не позволяй миру заглушить то, что мой дух пробудил в тебе. Возвращайся к этому посланию, когда почувствуешь слабость. Возвращайся к нему, когда почувствуешь себя потерянным. Возвращайся к нему, когда почувствуешь себя подавленным. Это живой завет между тобой и твоим Богом. Прежде чем уйти, я оставляю тебе одно последнее наставление, шепот предзнаменования того, что будет дальше. То, что я сделал сегодня, это открытие двери. Но в следующем послании, которое я пошлю тебе, я научу тебя, как поддерживать благословение, входящее в твою жизнь. Я покажу тебе, как защитить свой урожай, как расширить свое наследие, как ходить с мудростью в сезоны изобилия. Это грядущее откровение не только возвысит тебя, оно утвердит тебя. Оно обеспечит тебя. Оно поставит тебя в такое положение, чтобы ты преуспевал сверх всего, что ты знал. Ты не должен это пропустить. Поэтому прокомментируй сейчас, и я прохожу через открытую дверь. Затем подпишись, потому что божественная нить между этим моментом и твоим следующим чудом должна оставаться нерушимой. Твой путь не заканчивается здесь. Твое преображение только начинается. И я буду продолжать говорить с тобой, направлять тебя и возвышать тебя, потому что ты избран, ты призван, ты отмечен и ты готов. Дитя мое, иди с миром, зная, что завет запечатан, благословение активно, и чудо уже на пути.